Сегодня, как обещала, научу вас пользоваться программой Z для поиска события. Инструментом поиска события мы найдем искомые наши периоды везения, периоды удачи или, как их еще называют, ворота Золушки. Ну, а сейчас я отключаю свое видео. Не забудьте сразу поставить ему лайк. И мы начинаем. Я надеюсь, через несколько минут вы сможете искать ворота Золушки уже самостоятельно. Поехали! Итак, перед нами программа Z. Как ее скачать в бесплатной версии, установить и настроить, у нас был ролик на канале. Сейчас появится подсказочка у вас. А также крайне рекомендую посмотреть предыдущее видео по воротам Золушки. Тоже подсказочка у вас сверху. Для того, чтобы понять теоретическое обоснование этой новомодной концепции. Ну, некоторые моменты я повторю, чтобы было проще. Для того, чтобы у нас работал язык формул, нам нужно подключить астероид Херон, наш золотой ключик. Для этого в меню таблицы мы выбираем каталог астероидов. И в профессиональной версии вводим код 2060. В версии Lite у вас будет немного астероидов, и вы сможете легко его здесь подключить. Вторая настройка. Для того, чтобы нам не мешали остальные планеты, выберем установки карты, планеты и отключим все планеты, которые не участвуют в нашей формуле. То есть оставим Венеру, Юпитер, Нептун и сам Херон. Это второй момент. И третий момент. Инструмент поиск события будет искать нам наши аспекты в определенных орбисах, тех, которые мы ему зададим. Соответственно, надо выбрать нам страничку, с которой он будет их брать. Для этого мы отредактируем аспектную карту, любую. Выбираем, например, натальную карту, натал у вас есть. Вот такая, например, карта. Нажимаем на нее правой кнопкой «Добавить страницу». Назовем ее, например, Синдерелла. Синдерелла Гейт. И теперь нам нужно ее отредактировать. Для этого выбираем блок аспектов на наши все планеты с клавишей Shift. Правая кнопка мыши. Корректировать блок. Установить орбис на 3 градуса. Окей. Закрыть. И берем астероид. Точно так же с шифтом выбираем весь столбик. Корректировать блок. Установить орбис. Для Херона, он у нас астероид, возьму орбис 5. Окей. Закрыть. И нам не понадобится большинство аспектов. Вот здесь вот мы кликаем на них дважды и отключаем. Оставляем только аспекты концепции. Это 0, 60, 120 и 150 градусов. Все, готово. Теперь нам нужно выбрать для разных кругов аспектную страницу Синдерелла. Сейчас я ее найду. И нажать галочку «Автовыбор страницы». И включить минорные аспекты, чтобы у нас отображался виконс. Все, подготовка завершена. Теперь выбираем любого натива. Ну, например, давайте возьмем Байдена для начала. У Джозефа Байдена есть связь между Хероном и Венерой, но эта связь напряженная, она выражена в аспекте квадрата 90 градусов. Значит, она нам не подходит, и мы будем использовать в поиске все 3 связи. Как это делаем? Готовим наш инструмент. Меню разное, поиск события. И вот она, наша формула. Из чего она состоит? Я здесь составила 3 блока событий, всего 6. Первое событие – это встреча транзитного Нептуна с натальным Хероном и встреча транзитного Херона с натальным Нептуном в наших и нужных аспектах 0, 60, 120 и 150. То же самое мы сделали для Юпитера, то же самое для Венеры. И вот само условие, чтобы в каждом блоке
момент времени присутствовала как минимум одна из этих связей. Давайте теперь посмотрим. Поставим для Джозефа Байдена период, например, 2010 по 2030 год и найдем его самые везучие периоды. Это займет минутку, полторы, может даже 2 времени, но я при монтаже сокращу для вас это время. Выполнить. И для поиска времени нужно включить двойную карту. Включается она вот здесь, транзит. Поехали. Итак, найдено у нас 20 таких периодов, но наиболее устойчивый это весна 25 года, конец мая, начало июня, и 26 год, самый конец года. Список всех периодов удачных у нас можно найти вот по кнопочке «Список». Очень удобно. Но и мы смотрим, что был период удачный у Байдена в 23 году в мае и в 22 году апрель и май. На период выборов 24 года ворот Золушки у Джозефа Байдена не присутствует. Кстати, о формуле. Вы можете сохранить ее, нажав эту кнопочку, и потом вы сможете восстановить, когда появится у вас здесь файл. Вот он у меня есть, Золушка. И всегда можно формулу восстановить. Что делать, если у вас в натальной карте присутствует аспект между Хироном и планетами удачи? Тогда в формуле мы сможем убрать какой-то блок, который у нас присутствует, и убрать его в условии. И дальше пользоваться как обычно. Периодов, конечно, будет побольше. Ну, а мы попробуем посмотреть ворота Золушки у соперника Джо Байдена, Дональда Трампа. Итак, Дональд Трамп. Посмотрим, что он имеет в натальной карте. А в натальной карте у Трампа есть соединение Хирона с Юпитером. Очень хороший аспект, приносящий известность и удачу. В нашей формуле сейчас мы тогда удаляем связь между Юпитером и Хироном. И вот здесь уменьшаем условия. Ну и давайте посмотрим. Я даже уменьшу. 2015 до 30 года. Снова подключаем транзит. Запустить. Ну и 37 карт мы нашли, очень удачлив наш Дональд Трамп. Но и устойчивые периоды удачи у него это 2016 год, 2017. Но это по сути годы его первого президентства. И вот в 2019 году устойчивые ворота Золушки у нас закрываются. И были еще кое-какие в 2019 и 2020 году моменты. Но уже в предвыборной кампании 2020 года Дональд Трамп проиграл. Ну давайте посмотрим, что же у него дальше. В 2027 году мы видим какие-то новые моменты, особенно в 2028. У него откроется еще ворота Золушки. Но вот в 2024 ничего подобного мы не имеем. Так что оба кандидата какой-то особенной поддержкой от концепции ворот Золушки на эту кампанию не пользуются. Ну, давайте посмотрим еще, например, принцессу Диану. Потому что она, в общем-то, считается иконкой этой концепции. Мне кажется, под нее она когда-то и была придумана. В натальной карте леди Диана имела отличный аспект, отличный трин от Нептуна к Хирону. То есть тот, который встречается у нас реже всего, длинный, долгий аспект. Поэтому мы
восстановим формулу из 3 и уберем из нее блок с Нептуном, который леди Диана имела в своей натальной карте. И из условия также убираем первое. Ну и давайте посмотрим ее 1980 года по 97 или даже по 98. Принцесса Диана погибла в 97 году, насколько я помню. Ну что, выполнить. Устанавливаем галочку на фоновой карте. Поехали. Вот также много очень удачливых периодов. Давайте их сравним. Значит, вот у нас 81 год, устойчивые ворота Золушки. Посмотрим на Диану. В 81 году была и помолвка, и летом была свадьба. Вот она у нас, в принципе, тут и отражена. А свадьба вообще попадает четко в сами ворота Золушки. 82 год удачливый. Мы, кстати, опять можем посмотреть это в списке всех аспектов. Что у нас в 82 году? В 82 году родился принц Уильям. 21 июля. А 15 сентября 1984 года родился Гарри. Но у нас есть тут и 84 год, и 82. И периоды удачи обрамляют оба периода родов. Ну и мы видим, что после 84 года у нас больше не встречаются ворота Золушки для Дианы. К сожалению. Ну, вот еще интересный вариант. Давайте посмотрим на Путина. У Путина есть собственный тоже аспект Золушки, секстиль Венера, Херон в натальной карте. Соответственно, мы будем искать его без аспекта Венера-Херон. Восстанавливаем формулу и убираем из нее блок Венера-Херон, 3. Ну и давайте посмотрим вот с 95 года по 30 на его периоды взлета. Включаем транзит. И запускаем. Так, ну и что мы имеем здесь? А первые ворота Золушки включаются именно тогда, когда Ельцин фактически передал Путину Россию в 2000 году. Ну а самые устойчивые связаны с периодом, когда в России был Крымский консенсус, когда вся Россия рыдала от счастья от воровства чужих территорий. Ну и посмотрите, после 2020 года больше периоды ворот Золушки в истории Путина не встречаются. Но опять же, это если мы точно знаем его дату рождения. Ну и какой я хотела сделать вывод из этого всего? Как мы знаем, хорошего и плохого в астрологии не бывает. Ведь мы говорим о том, что ворота Золушки могут помочь человеку, его проекту, его какому-то продукту или идее взлететь, стать очень известной. Как стать из грязи в князи, скажем так. Как стать из Золушки принцессой. Но это совершенно не означает то, что это какая-то особая удача или период счастья для самого человека. Потому что мы кузнецы собственного счастья, а не ворота Золушки. Но у меня на сегодня на этом все. Пока-пока.